Обновление 3.0 в Wuthering Waves переносит нас в Лохай-Рой, регион, который буквально существует на грани уничтожения. Это не просто еще одна локация на карте, это замерзшая цивилизация, выжившая без стража, без высшего покровителя, полагаясь исключительно на науку, дисциплину и человеческую волю. Главный герой прибывает сюда через односторонний туннель, стабилизированный силами черных берегов. Уже сам факт такого прибытия задает масштаб. Ради него были задействованы такие технологии. Координаты зафиксированы относительно Ханами-Сити. Туннель рассчитан на одного человека. Это не путешествие, это точечное возвращение. На одного человека за раз, в смысле. И все это происходит в регионе, над которым нависает чудовище Тринозиан, источник пустотных штормов. Эти штормы не просто убивают, они стирают. Человек может исчезнуть так, будто его никогда не существовало. Именно поэтому ключевая тема патча формулируется почти сразу. Если мир может удалить тебя из реальности, единственное, что остается, это память. Центром Лохай-Рой становится Star Torch Academy. Не просто учебное заведение, а научный бастион против энтропии. Здесь разрабатывают проекты искусственного солнца, потому что старое умирает. Здесь изучают бездну, и здесь хранят кассеты памяти, устройства, в которые записываются воспоминания студентов и сотрудников, чтобы в случае стирания их можно было восстановить. Парадоксально, но на фоне экзистенциальной угрозы герой поступает в Академию по письму, принадлежавшему его прошлой версии. Старые данные все еще действительны. Это вызывает ностальгию и тревогу. Почему его частота уже зарегистрирована? Что именно здесь произошло раньше? Почти сразу после прибытия спокойствие рушится. Появляется червь бездны, несущий частоту Тринодиана, и именно в этот момент нас спасает Лене. Она действует слишком уверенно для обычной студентки. Мгновенная оценка угрозы, решение отступить к защитному барьеру Академии, отсутствие паники. Ее навыки не соответствуют образу первокурсницы. Внутри Академии начинается контраст. Бюрократия, регистрация в резонансном узле, обязательная фотография на ID, медосмотр у эксцентричной медсестры Наны и спокойного, рационального доктора Люка Херсона. Мир рушится, а система продолжает требовать подписи под правилами безопасности. Это бытовая нормальность на фоне апокалипсиса. Важный художественный прием. Академия – это иллюзия устойчивости. Однако главный удар происходит в исследовательском институте. Когда герой записывает свою кассету памяти, система дает сбой. Его частота полностью совпадает с уже удаленными файлами. Совпадение стопроцентное. С научной точки зрения это невозможно, если только речь идет об одном и том же человеке. Это один из самых тревожных моментов патча. Если его записи уже существовали и были удалены, значит, либо герой уже был в Лохай-Рой, либо одна из его версий была стерта, либо кто-то намеренно удалил его из базы данных. Сюжет начинает подтачивать саму идентичность главного героя. На этом фоне в Академии разворачиваются конфликты вокруг проекта нового искусственного солнца. Ученые спорят о расчетах, о рисках, о необходимости ускорять процесс. Это не просто научный диспут, это политическая борьба за контроль над будущим цивилизации. Профессор Уоррен проявляет особый интерес к происхождению героя и его связи с Черным берегом. Его поведение напоминает не преподавателя, а следователя.
Затем происходит саботаж. Детектор выходит из строя во время пустотного шторма. Линне оказывается на месте происшествия и демонстрирует боевые навыки, которые окончательно разрушают ее образ обычной студентки. Вскоре раскрывается правда. Она бывшая наемница из беззаконной зоны Новой Федерации. Хакер и боец, скрывшая свое прошлое, чтобы получить шанс на нормальную жизнь. Ее шантажируют через старые связи, ее обвиняют в саботаже. И в этот момент герой делает принципиальный выбор. Он лжет, чтобы защитить ее. Это первый акт осознанного доверия в регионе, где данные могут уничтожить тебя быстрее, чем оружие. Расследование приводит их к скрытому устройству, встроенному в систему Академии. Организация Фракцидус планировала использовать его как приманку, чтобы направить червя бездны прямо на институт. Предыдущий сбой был лишь репетицией. Линне решает пойти в ва-банк. Она модифицирует устройство, чтобы использовать его как контрприманку и увести монстра от Академии. Она готова раскрыть себя окончательно, пожертвовать своим новым статусом, лишь бы защитить место, которое стало ее первым настоящим домом. Кульминация. Погоня под искусственным небом Лохайрой. Они активируют оборонительные массивы вручную, координируясь на скорости, в буквальном смысле гоняясь с существом, способным пожрать реальность. Линне рискует перегрузкой устройства. Герой прикрывает ее, активируя систему защиты. Это не просто экшн-сцена, это символический акт. Бывшая наемница и человек с удаленным прошлым спасают Академию, тогда как официальные структуры оказываются парализованы. Монстр запечатан, угроза устранена. В финале личность Линне раскрывается официально. Формально ее исключают за подделку документов, но вместо тюрьмы ей предлагают пересдать экзамен и полностью поступить снова. Уже под своим настоящим именем. Это важный поворот. Академия, несмотря на бюрократию и политические игры, способна признать заслуги. Линне начинает заново, без маски, без шантажа, без страха разоблачения. Именно здесь 3.0 формулирует свою главную мысль. Память можно стереть, прошлое можно удалить из базы данных, но выбор, который ты делаешь в момент кризиса, невозможно переписать. Лохайрой — это не просто регион про холод и науку. Это история о том, что идентичность определяется не тем, кем ты был, а тем, кем ты решаешь стать, когда мир пытается стереть тебя из существования.